Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра и благодатной погоды. По многочисленным просьбам отвечаем на вопрос, когда мы собираемся высаживать озимый чеснок и лук. Ну и просьба у многих, когда же в ноябре можно высаживать вот эти культуры, озимые культуры. И мы подготовили сегодня ответ в этом видео. Итак, агрогороскоп посадки озимых чеснока и лука в ноябре 2022 года. Время киевское. Первый такой период очень хороший. Это период как раз после полнолуния. Это завершение третьей фазы. Замечательный период во льве. И лев всегда покровительствует и луку, и чесноку. Мы в этом уже убедились много раз. Итак, когда можно во льве будет высаживать лук и чеснок? 14 ноября с 15 часов 30 минут дня до конца суток, 15 ноября все 24 часа. А теперь внимание, я, видите, делаю отметочку. 16 у нас будет переход Луны из третьей в четвертую фазу. Малое новолуние или малое полнолуние. И переход, пик его будет в 15 часов 28 минут. Плюс-минус 12 часов, и у нас 16 выпадает из посадочного времени. Поэтому вот такие периоды. 14 короткий более-менее период, но и полный день у нас 15 -го. Есть еще один очень хороший период, вот на него буду ориентироваться и я. Потому что здесь сразу же 24, вот смотрите, 24 ноября в 00:58 это пик новолуния. Плюс время Гекаты, и 26 в 00:58 Луна выходит из периода вот этой Гекаты и заходит в знак Козерог. Очень хорошо. Вечером еще зашла Луна в 23:19, 25-го. Ну вот здесь как раз уже продуктивное время, и можно с 3 часов ночи 26 ноября до конца суток уже начинать высаживать чеснок и лук. В Козероге прекрасное время, и сразу же это после Гекаты, после новолуния тоже хороший результат получается. И еще один день, 27 ноября. Но здесь с 0 часов и до 21 часа, потому что Луна без курса начинается в 22 часа 13 минут. И все, и время Козерога на этом завершается. Вот этот период мне больше всего нравится. По прогнозу погоды, который мы уже вам давали на осени до конца 2022 года, как раз хороший будет период для посадки озимых лука и чеснока, и не будет той жары, которая у нас сейчас стоит. Вчера 24, сегодня 25 днем, хотя ночью опускается температура. Некоторые ночи +6, далее снова +10, +11. Очень тепло, поэтому опасно высаживать лук и чеснок в октябре месяце у нас на юге Украины, да, и по всей Украине. А вот ноябрь месяц будет очень хорошим. Снова же юг, южная часть европейской части, то здесь тоже самые такие будут периоды, поэтому лучше всего... Но снова наблюдайте за погодой в своем регионе. Лучше всего посадки провести для этих районов в ноябре месяце. Итак, Раиса Горяченко, Александр Волик подготовили для себя, в первую очередь мы для себя подготовили вот такой агрогороскоп. Мы уже научились хороший чеснок выращивать, высаживая во второй половине ноября и даже в хорошие периоды декабря. Вот. Ну вот думаю, что это будет как раз отличное время, конец ноября, когда уже и погода будет позволять, и будут подготовлены наши грядки, на которых по-прежнему еще растут кабачки, кабаки, тыквы растут. И вегетация полным ходом продолжается. Вот это жаркое время октября 2022 года. Желаем вам благодатной погоды, здравия вам, мира, спокойствия, терпения. Не спешите, если кто-то что-то делает,
анализируйте, записывайте, ведите дневники, чтобы вы в следующем году уже знали точно, что произошло. Смещение времен года на месяц минимум, а то и больше, на 1,5 месяца идет смещение времен года. И спешка с посадкой озимых культур приведет к тому, что вы потеряете очень драгоценные семена, а затем и драгоценное здоровье, переживая за то, что вот не получается с посадкой вот этих культур. Ну а те, кто живут на севере, у вас есть график посадки на октябрь месяц, можете его использовать, этот агрогороскоп. Желаем вам успехов в этих делах и прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео. Пока-пока!